Бывали ли такие случаи, что вы уходите с работы часов в 6 вечера и вспоминаете: «Черт, я должен был сегодня позвонить в банк, а время-то уже позднее». Вам становится плохо, и вы думаете: «Ну окей, завтра позвоню утром, как только приду в офис». Наступает утро. Вы в середине дня вспоминаете о том, что вам нужно позвонить. Как только вы хотите это сделать, вам приходит сообщение, или же на ваш телефон приходят различные уведомления из социальных сетей. Вы себе обещаете, что позвоните, как только просмотрите это. А потом вы тратите время в социальных сетях, далее различные дела, которые вы должны будете сделать на работе, собрания и так далее. И вдруг вы осознаете, что время опять перевалило за 6. В банк вы, конечно же, не позвонили, и вы опять буквально хватаетесь за голову. Так возвращаетесь домой. Как только вы заходите домой, ваши родители или супруга говорит: «Ты опять забыл выбросить мусор с утра». Вы все так и продолжаете вести такую жизнь. Все время под давлением и под стрессом. Кто-то, дабы избежать это, ставит пометку на руке, кто-то составляет ежедневный туду-лист. Но что бы мы ни делали, эффект не самый лучший. Раньше я, как и многие, ничего не успевал, был постоянно под стрессом из-за этого. Сделать некоторые дела я и вовсе забывал, из-за чего чувствовал еще больший стресс. Однако, прочитав книгу Дэвида Аллена «Как привести дела в порядок», я понял, что проблема была вовсе не во времени. Проблема была во мне, так как я не мог правильно распорядиться своими делами. По словам Дэвида Аллена, всякие туду-листы и календари, в которых мы отмечаем свои дела, не дают нам нужный эффект, потому что наш подход к делам неверный. В результате долгих исследований Дэвид Аллен приходит к такому выводу, что вещи, которые мы должны сделать, мы делаем тогда, когда у нас есть настроение и мотивация. Но повседневными туду-листами мы лишь обманываем себя. Поэтому, если мы хотим быть продуктивными, мы должны планировать свои дела так, чтобы наш мозг в естественной форме был готов к работе. Таким образом, Дэвид Аллен перед планированием дел разработал методику, где мы должны пройти 5 важных этапов. Итак, первый этап – этап сбора. Вы должны собрать все, что хотите сделать, в одну кучу. Это может быть какая-то книжечка, звукозаписывающее устройство, которое было бы у вас под рукой, как только вы что-то вспомните. Это может быть приложение на вашем телефоне и другое. Самое главное, чтобы все записывалось именно в одном месте. Например, я пользуюсь для этого программой Trello. Кто-то пользуется приложением Wunderlist, а кто-то же программой Evernote. А кому-то удобнее записывать все в блокнот. Этот этап самый важный. Когда я говорю вам записать или отметить то, что вы хотите сделать, я не подразумеваю только работу. Я подразумеваю все. Абсолютно все. Например, кому-то позвонить, посмотреть посланную фотографию друга, посмотреть какое-либо кино, ответить на имейл, закончить бизнес-план, обсудить какой-либо проект с кем-то. То есть, в прямом смысле, все. Какой смысл всего этого, я сейчас вам объясню. Первый корень всех проблем с нашей продуктивностью кроется в памяти. Память бывает двух типов – кратковременная и долговременная. В долговременной памяти сохраняются те вещи, которые мы сможем вспомнить даже спустя большой отрезок времени. Какое-то событие из детства, первые чувства, когда ты держал за руку любимого человека, важные знания и так далее. А когда мы хотим что-либо сделать, эти задачи добавляются в кратковременную память. Кратковременная память как оперативная память компьютера. Она имеет маленькую емкость, и каждый раз, как туда добавляется новая информация, старая сжимается, вытесняется и удаляется. Поэтому часто вы даже не можете вспомнить, что именно хотели сделать. Или же, в большинстве случаев, вы вспоминаете об этом ночью перед сном, ну или в дороге, и каждый раз обещаете себе, что сделаете это, как только доедете. А еще вы испытываете стресс, нервозность каждый раз, когда вспоминаете, что дело так и не сделали. Потому что это чувство, которое вы испытываете, сродни мягкой форме чувства, которое возникает во время проигрыша. Увеличивается ваше беспокойство, вы теряете веру в себя. Помимо всего этого, хочу предоставить вам еще один факт. Человеческий мозг на самом деле практически не может отличить реальность от иллюзии. Это означает то, что если вы прокручиваете в голове, как делаете какое-то дело, ваш мозг будет думать, что вы реально его делаете. То есть ментальную энергию, которую вы потратили при воображении,
сродни энергию, которую вы бы потратили, если сделали дело. Именно поэтому, если вы запоминаете какое-то дело в своей голове и прокручиваете его, то получается, что вы дело делаете раз 10 вместо одного раза. Наш мозг устает от каждой попытки, и у нас уменьшается мотивация. Наверное, вы тоже чувствуете тяжесть на себе, когда каждый раз переносите дело. Именно поэтому первый этап заключается в том, чтобы мы записывали наше дело, чтобы нам было куда каждый раз смотреть, вспоминать и делать. Второй этап заключается в раскладке заданных дел и в том, что нужно сделать, чтобы выполнить это задание. По поставленной задаче мы должны задавать вопросы. Первый вопрос – насколько важно это сделать? Второй вопрос – сколько времени это займет? Третий вопрос – есть ли у дела определенный дедлайн? Должны ли вы закончить это в определенный срок или можете сделать когда угодно? Кроме этого, нужно определить четкие шаги, которые нужно предпринять. Например, если в вашем листе не конкретное дело, а проект, скажем, создать бизнес-план для нового проекта, тогда для того, чтобы закончить это дело, вы должны раздробить задачу на более мелкие связанные подзадачи. Скажем, в случае с задачей создать бизнес-план, он представляет собой слишком большое дело, и часто вы не знаете, откуда начать и что делать, и каждый раз, когда вы смотрите на эту графу, вам хочется переносить и переносить дело. Причина в том, что мозг воспринимает его без конкретики, а в предыдущих видео мы говорили, что без конкретики мы думаем о самой сложной части дела. Поэтому нужно разделить его на множество мелких дел и записать его, начиная с первого. Например, какой может быть первый шаг для выполнения бизнес-плана? Допустим, что найти примеры бизнес-планов в интернете. Второе – это посмотреть на содержание, ознакомиться с частями и понять суть. Скажем, третье – создать похожий файл для своего проекта. Четвертое – это сделать первые наброски, что придет в голову, чтобы потом начать их улучшать. И так далее. Почему же так всегда легче, спросите вы? Да потому что наш мозг любит планировать и делить большие задачи на более мелкие. Причем это происходит всегда. Например, вы хотите сходить в ресторан с друзьями. Ваш мозг сразу поэтапно думает, какую кухню вы хотите, каких друзей вы хотите позвать, во сколько это сделать, какая погода будет и что одеть, нужна ли резервация или нет. После вы берете, звоните друзьям и потом идете в ресторан. И в конце вы сидите с ними в ресторане, достигшие своей цели. Вы проделали столько этапов, даже и не всегда осознавая все это. Ваш мозг разделил задачу на подзадачи и решил все. Почему же так легко все получилось? Да потому что поход в ресторан куда приятнее работы над бизнес-планом, и задача куда более маленькая. Мозг сам справился. А в более крупных и менее приятных проектах мозгу нужна ваша помощь. Третий этап заключается в том, чтобы систематизировать дела по степени их важности, срочности и по количеству предпринимаемых шагов. Для этого вы должны создать несколько категорий и подкатегорий и после распределить дела по ним. Первая категория – это неважные и несрочные дела. Это дела, которые очень мало отразятся на ваших основных целях или же на качестве вашей жизни. Внутри нее создайте несколько подкатегорий. Первая подкатегория – дела, которые я, может, и сделаю. Вторая подкатегория – дела, которые хорошо бы сделать. Например, у вас встреча с одноклассниками через месяц. Вы хотите туда пойти, но вы не знаете, что случится за этот месяц, где вы будете и так далее. Поэтому эту задачу смело можно добавить в подкатегории «может сделаю», поставить себе напоминалку в Google календарь за неделю и там решить. Или, допустим, научиться готовить какое-либо блюдо. В принципе, это то, что для души, и это можно сделать тогда, когда у вас будет время. Эту задачу можно добавить во вторую подкатегорию, то есть «хорошо бы сделать». А в выходные смотреть этот список и выбирать, хотите делать что-то оттуда или нет. Вторая категория – это важные дела. Тут в первую очередь нужно оценить приблизительное время, которое уйдет на это дело. Если это меньше 2 минут, то его надо сделать сразу, до того, как начнете куда-то выносить. Например, написать не самый важный мейл, прочитать маленькую статью и так далее. Это важно сделать сразу, так как помните, что у мозга каждый раз думать об этой задаче отнимет куда больше сил, чем быстро это сделать. А после категорию «важные дела» разделите на субкатегории. Например, проект, личное, бизнес и так далее.
Распределите дела по этим категориям. Если есть дела, которые нужно сделать четко в какое-то время, то рядом напишите именно это время. Важно, чтобы вы написали это только к задачам, которые кровь из носу должны быть сделаны именно в это время, а не в какое-либо другое. Четвертый этап – просмотреть все написанное. Этот этап состоит из двух частей. Первый – прежде чем начать работать, просмотрите весь лист и определите важные дела. Обязательно начните с них, но если особо важных дел нет, тогда сделайте остальные дела по мере того, как у вас появится энтузиазм. Раз в неделю нужно смотреть свои задачи. Это делается для того, чтобы добавить новые дела, удалить сделанные, либо потерявшие свою актуальность. Поверьте мне, многие не выполняют этот этап, но я бы сказал, что это один из важнейших этапов, потому что основа продуктивности лежит в первую очередь в аккуратности и осознанности. Если ваш лист будет в ужасном виде, поверьте, вы не захотите к нему вернуться и опять забросите начинание. Следующий, пятый этап, довольно прост. Выполняйте. Выполняйте дела по мере их важности, срочности, вашего настроения, мотивации и энергии. Для того, чтобы внедрить этот метод в вашу жизнь, необходима практика, дисциплина и работая над собой, вы должны создать привычку. Это того стоит, потому что вы будете успевать все дела, развиваться и чувствовать себя полноценными. И еще, первое, подпишитесь на канал YouTube, второе, поделитесь видео с друзьями, чтобы принести им пользу. Спасибо.